в Волгограде разворачивается весьма спорная история. Представители азербайджанской диаспоры создали собственное охранное предприятие или ЧОП, который, судя по всему, по своему составу и концепции напоминает этнический отряд. Участники этого спорного предприятия носят форму с азербайджанскими флагами и открыто называют себя патриотами Азербайджана. И это происходит на фоне новостей о том, что в России в целях защиты прав своих соотечественников открываются представительства киргизского МВД. Обо всем этом и поговорим в нашем выпуске. Итак, на улицах города появляется иностранный ЧОП под лозунгом «Защитим всех». Но кого, зачем и на каком основании? Само существование подобного отряда вызывает у местных жителей много вопросов. Патрулируя улицы Волгограда, мужчины в форме с флагами Азербайджана своим видом как бы говорят «мы здесь главные». При этом упор на азербайджанскую символику вызывает сомнения в том, что целью такого отряда является защита интересов исключительно российских граждан. Организаторы проекта заявляют, что их цель – поддержание порядка и оказание помощи на улицах, особенно соотечественникам, если возникнет такая необходимость. Но вот парадокс, насколько уместно и вообще законно организовывать этническую охрану в чужой стране, в то время как роль в поддержании правопорядка испокон веков является прерогативой государственных сил, таких как полиция. Интересно отметить, что, по мнению экспертов, частные охранные предприятия прежде всего имеют полномочия охранять коммерческие объекты, а не патрулировать улицы. Тем не менее, эти доблестные защитники порядка решили расширить свои функции, оккупировав не только залы кафе и клубов, но и улицы Волгограда, демонстрируя патриотизм, связанный не с Россией, а с Азербайджаном. Возникает вполне обоснованный вопрос. Зачем выходить в общественное пространство с символикой другого государства и называть это патриотизмом? Для кого и для чего? Ведь работа российских силовых структур строится на общенациональных принципах, не делящих граждан по этнической принадлежности. И это не считая того, что демонстрация флага другого государства в общественном пространстве может вызвать недовольство у местных жителей. Где же грань между частной охраной и самоуправством? На фоне этой истории вспоминается опыт других стран. Любая самовольная организация, особенно с этническим уклоном, рассматривается как риск для государственной безопасности и общественного порядка. Для примера, в большинстве европейских стран даже упоминание о создании этнических ЧОПов вызвало бы резкую реакцию общественности и соответствующих служб. К слову, подобная практика этнического патрулирования является редкостью даже в США, где сильно развито частное охранное дело. Местные ЧОПы в первую очередь ориентированы на соблюдение законов штата и страны, где действуют, а не на продвижение интересов своих этнических сообществ. Местные жители относятся к этому, мягко говоря, с настороженностью. Сообщества в соцсетях бурлят. Что же, сегодня они патрулируют улицы Волгограда, а завтра? Некоторые выражают опасения, что это напоминает создание параллельных структур с непонятной ответственностью и возможностью манипуляции силой в своих руках. Подобная история вызывает у волгоградцев сильные сомнения и вопросы к муниципальным сообществам. Почему на улицах наших городов появляются охранные структуры с флагами других государств? Сейчас по факту остается лишь наблюдать за реакцией верхов, которые, как оказалось, не спешат давать комментарии по этому вопросу. В то время как общественность тревожно обсуждает произошедшее, чиновники продолжают разбираться в ситуации. Тем временем в СМИ сообщается, что в Москве и некоторых других русских городах открывается представительство киргизского МВД. Как заявляется, делается это в целях защиты прав своих соотечественников. Получается, что теперь у гастарбайтеров в России есть своя собственная полиция, а точнее милиция, поскольку так называется этот силовой орган МВД Кыргызстана, представительства которого открылись в городах нашей страны, как сказано в документе, для принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий и содействия в вопросах защиты прав и интересов. Чьих? Вероятно, киргизов. Кстати, официально в России трудится 411 тысяч мигрантов из Кыргызстана. Об открытии представительств киргизской милиции в России заявили во время визита наших полицейских в Бишкек, словно прибыли они с поклоном в Золотую Орду. Милиции Киргизии дали власть в 4 городах России. Историк Александр Дюков пишет по этому поводу на своем канале. Скорее всего, оперативную работу в среде гастарбайтеров решили взвалить на представительство Кыргызстана. А что, если они возьмут под свой контроль диаспоры и сделают из них ОПГ? Политолог и писатель Роман Антоновский не сомневается в том, что киргизские милиционеры могут выгораживать своих, а не раскрывать преступность. А что потом? К нам придет киргизская армия и КГБ. И будет новая ига? А вообще, если без шуток, то, ужесточив политику по отношению к приезжим по образцу Таиланда, Японии и ЮАЕ,
Мы разом уберем этнопреступность. Официально в органах внутренних дел не хватает 152 тысячи сотрудников. Что касается участковых, ППС и ДПС, то один вкалывает за четверых. В прокуратуре и следкоме людям со стажем к зарплате еще и пенсию добавляют. А в МВД такого нет. Сидят по кабинетам начальники и отчитывают несчастных сержантов за плохую работу, да план требуют. Но это все равно не повод звать к нам силовиков из Киргизии. Это абсурд. Просто настоящий абсурд. Как вы считаете? Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов так именно и думает. Невозможно было представить такое еще вчера. Что за новая форма гастарбайтер-правоохранитель? Кабанов предупреждает, что представители милиции могут стать решалами среди приезжих. Вполне возможно. Вот у вас есть к ним доверие? Что они не будут своих покрывать, взятки брать? Вместо того, чтобы сделать эффективный институт народных дружин в помощь МВД и давать за дежурство людям отгулы, либо доплачивать немного, мы платим иностранцам. Кто это такое придумал вообще? У нас уже имеется и работает русская дружина, официально зарегистрированная организация, которая действует в 32 городах России. В том числе и там, где откроется представительство милиции Киргизии. Нельзя допустить, чтобы русские люди чувствовали себя в своей стране бесправными приезжими. А понятие равноправия не означает наличие у одних групп или диаспор только прав, а у других только обязанностей. Константин Малафеев написал в соцсетях в связи с этим. Наши идеалы и ценности просты. Россия – великое православное государство, цивилизация, империя. Русский народ, государствообразующий, от его благополучия зависит благополучие всех граждан нашей страны. Мы – голос русского православного большинства. Все, кому не безразлично будущее России, вступайте в русскую дружину. Вот как новости комментируют люди в социальных сетях. Пора начинать дань платить и разрешение на княжество получить. Куда скатилась страна? Кстати, а почему не открыть представительство РФ в городах Киргизии для контроля соблюдения прав русскоязычного населения в Киргизии? Предлагает Олег. Это оккупация в прямом смысле слова. Что Россия для русских, говорить нельзя, вот и имеем, что имеем. То ли еще будет, возмущается Ирина. Сначала киргизы, теперь азербайджанцы. Как видно, диаспоры уже делят зоны своего влияния в России, комментирует Антон. Мало того, что диаспоры покрывают своих, теперь у них МВД свое и еще ЧОП. Давно пора признать все диаспоры экстремистской организацией, считает Сергей. Это не ЧОП, а этническая ОПГ, с которой должны разбираться органы правопорядка, добавляет Михаил. Что происходит? Какая-то анархия начинается. Как в 17 году прошлого века будут отряды ходить большевики, меньшевики, красные, белые, анархисты, эсеры и еще не пойми кто. Так ведь и правда до революции недалеко, недоумевает Иван. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!